Босс-миллионер по имени Ричард Холмс привык к риску и громким жестам. Его компания росла стремительно, сделки заключались на разных континентах, а партнеры говорили на десятках языков. Ричард был уверен, что деньги решают все, и однажды в приступе самоуверенности он позволил себе насмешливое обещание отдать даже собственную зарплату, если кто-то возьмется переводить сложные переговоры, от которых зависело будущее бизнеса. Для него это было почти шуткой, проявлением уверенности в том, что проблема не стоит внимания. В тот день в зале для переговоров находилась и горничная по имени Эмили Картер. Она работала в компании давно, тихо и незаметно, поддерживая порядок в офисах и коридорах. Никто не знал, что за скромной внешностью скрывается блестящее образование и редкий дар к языкам. В юности Эмили училась за границей, свободно владела несколькими иностранными языками и когда-то мечтала о карьере переводчика, но жизнь сложилась иначе. Когда партнеры начали обсуждение, стало ясно, что недопонимание нарастает, формулировки и смыслы искажаются, а сделка вот-вот сорвется. Напряжение в зале росло, цифры теряли смысл, а уверенность Ричарда начала таять. В этот момент Эмили, нарушив привычную тишину своего присутствия, взяла на себя инициативу. Она спокойно и точно передала партнерам все условия, нюансы и скрытые смыслы, переводя не только слова, но и намерения сторон. Ее речь была безупречной. Партнеры были поражены ясностью и точностью, переговоры выровнялись, а соглашение, еще недавно висевшее на волоске, обрело твердую форму. Компания Ричарда была спасена от многомиллионных потерь, а будущее бизнеса снова стало устойчивым. Когда все закончилось, в офисе царило ошеломленное молчание. Горничная, которую никто не воспринимал всерьез, оказалась ключевой фигурой в судьбе корпорации. Ричард Холмс впервые посмотрел на нее не как на часть фона своей роскошной жизни, а как на человека, изменившего ход событий. Эта история стала для него уроком о том, что истинная ценность не всегда заметна с первого взгляда, а смех и самоуверенность могут уступить место уважению и благодарности. А для Эмили Картер она стала моментом, когда ее скрытый талант наконец вышел на свет и навсегда изменил ее жизнь.